Каждая мышь вопит, что скорость жизни возросла. И я не исключение, мы живем на бешеных скоростях. И я сейчас не про электросамокаты. О, я вижу зрителей из регионов, докуда это чудо техники еще не добралось. Позвольте мне объяснить. Электросамокат – это приспособление, состоящее из самоката и аккумулятора. При езде электричество накапливается и оседает в аккумуляторах, чтобы затем впоследствии вы могли им воспользоваться, чтобы разогреть чайник, подогреть ужин или пустить ток по колючей проволоке, чтобы сжигать ваших врагов. Абсолютно незаменимое устройство в условиях ядерной зимы. Я говорю не об электросамокатах и не о прогрессе человечества вкупе со скоростью развития каждого отдельного индивида. Хотя у нас есть соблазн наречь повышение скоростей предвестником появления человека будущего. Я говорю о том, что сейчас появились нормативы на темпоритм введения новых смыслов. Вы досмотрели скетч про самокат потому, что в нем каждые 5 секунд возникал новый смысл. Мы живем в эпоху, когда энергичность, динамика и быстро сменяющие друг друга картинки наделяют смыслом все что угодно и сами по себе являются отдельным смыслом. Если бы это видео начиналось с минутного интро, как у Познера, то график удержания аудитории был бы примерно вот такой. Потребительские технологии следуют за трендами. То, что YouTube ввел тумблер, переключение скорости просмотра – это идеальный индикатор тех изменений, которые произошли со всеми нами. Здравствуйте. Вы позвонили на горячую линию «Хрен вам банка». Вам нужна информация о способах попасть в долговую яму? Нажмите 1. Хотите поговорить с 3 консультантами, ни один из которых не сможет решить вашу проблему? Нажмите 2. Или, может быть, хотите ускорить автоответчик? Ускорить? Конечно. Сначала прослушайте рекламу. Мы приумножаем ваши деньги, предлагая высокие... Ну что ж, похоже, мне не нужны мои деньги. Ты не попадешь ни в чей плейлист, если говоришь или показываешь, или говоришь и показываешь медленнее норматива. Притом, норматив – понятие зыбкое и глубоко подсознательное. Он не очерчен, его не существует технически, но мы его ощущаем. Ютубу было проще самому придумать способ ускорить любого автора, чем ждать, пока каждый дундук на деревне догадается, что не нужно оставлять 5-секундную паузу после каждой монтажной склейки. В 2012-м YouTube обзавелся возможностью ускорять видео, сглаживая дефекты дикции, монтажа и превращая самых адских душнил в приятных и образованных собеседников. И я, как главный душнила в Рутубе, имею право так говорить. Сперва функция была доступна только в Chrome. Промежуточного и самого популярного нынче ускорения на 1.25 еще не существовало. Было полуторное, оно было сырое, с дефектами, оно искажало речь, искажало голос, как знаете, когда кидаешь на монтажную ленту видик, ускоряешь его, и голос звучит, как будто тебе где-то что-то подприжали. Видик? Ускорение в 2 раза открывало портал во вселенную скороговорителей, откуда в свое время сбежал Оксимирон, все ведущие техасских аукционов и я. Форумы того времени полнились жалобами о лагах со звуком, о блевотном искажении голоса и слишком сильном ускорении. К 2014 году функцию докрутили, сделали ее более плавной и, в принципе, такой, как она выглядит сейчас. Разве что голос был погрубее. Но я о ней тогда не знал, не слышал и не пытался даже ей пользоваться, потому что 2014 год в нашем русском отечественном интернете – это год появления Версуса, это год блогерского стендапа, год постоянных дрязг, склок, схваток между блогерами, и мы за всем этим следили без ускорений. Мы хотели лучше уяснить, почувствовать этот дух соперничества. Кажется, массовое распространение эта функция получила совсем-совсем недавно, 2, может быть, 3 года назад, когда наконец произошло то, что долгое время предсказывали все первозданные блогеры, видеоблогеры. YouTube наконец стал вторым телеком. К нам на сервис пришли большие телевизионные проекты с бюджетами, с командами, с планами роста, с стратегиями развития и там маркетологами нанятыми, СММщиками и все это братьей, пиздобратьей. И они сделали так, что контент на YouTube стал наконец-то
долгожданно качественным. Они сделали то, что обещали наши аматорные блогеры, гонзо-блогеры давным-давно. Они сделали красивую картинку, качественный звук, дорогих гостей и все вот это. Конкурировать с ними, нашим деревенским обычным блогерам, стало тяжело, потому что ни такую картинку, ни такой сценарий, ни такую регулярность выхода хороших, качественных, вылизанных видео они обеспечить не могли. И началась грызня между этими большими проектами за зрителей. Цена каждого подписчика, каждого зрителя вовлеченного выросла в разы, там, десятки раз. Проектов стало больше, денег в стало гораздо больше, а количество зрителей особо не изменилось, потому что к тому времени на YouTube и так уже были все, поэтому телевизионщики сюда и пришли. А преданный зритель, который смотрит каждое видео, он вообще стал бесценен. Завлекающего контента стало в 10 раз больше, чем времени в сутках. И мы оказались в тупике перед жестким выбором, что смотреть. И тут нам на помощь прилетела добрая фея-посланница Ютуба с двумя волшебными палочками. Первая – это тайм-код в описании, а вторая – это ускоренный просмотр. Случилось колдовство. И вот к чему оно привело. Первое и самое заметное изменение. Зрители получили возможность, небывалую ранее возможность, вмешиваться в саму плоть видео, в само повествование. Не просто проматывать куски, но перепарывать сам нарратив видеоролика, его темп. Это важно, потому что темп влияет на настроение, он его создает. Например, ускоренный фильм ужасов уже не будет фильмом ужасов, он будет более комедийным и нелепым. Также и замедленная комедия может приобрести какие-то черты драматизма и драмы, и трагедии. Это как если бы в книгах можно было пропустить или уменьшить объем описаний всего лишь одной кнопкой. Черт возьми, экзамен уже завтра. Я точно не успею все это прочитать. А это что за кнопка? Oh my god. И это сделало контент более адаптивным. Скорость сглаживает практически все, что угодно. Кривой монтаж, мусорную речь, всякие там особенности неприятные произношения, говор, картавость и тому подобное. Некоторых авторов абсолютно невозможно смотреть на нормальной скорости, даже из любопытства. А ускоришь и ничего, вроде терпимо, смотрибельно, классно, лайк. То же самое и с монтажом. В нормальной ситуации, если в видео 10-15 секунд ничего не происходит, то его выключают. Мы ведь смотрим YouTube весьма специфическим образом. Пока идет долгое вступление, автор представляется, просит подписаться на соцсети, мы проматываем вниз, в рекомендации, и там находим видео, куда перескочим, если здесь будет тухло. Ускоренный просмотр превращает эти 10-15 секунд в минуту или две, потому что даже пустой кадр с природой, пущенный на ускорении, выглядит динамично. Иными словами, ускорение создает динамику даже там, где автор ее не планировал. Возможность контролировать темп речи автора или лектора обрушила границу между подростковым и взрослым контентом. По крайней мере, техническую границу. Подростки, привыкшие к своим тараторящим блогерам с кислотно-быстрым монтажом, теперь могут превращать любую речь любого, даже самого медленного и засыпающего лектора в fast flow. Значительно возрос интерес к лекциям, к научно-популярному контенту, к интервью, поскольку гораздо легче и приятнее воспринимать такой долгий контент, когда ты не засыпаешь в паузе между словами. Кроме того, просмотр длинных видео на ускорении дает тебе чувство собственной эффективности. Ты посмотрел часовое интервью за 45 минут, ты справился, ты выиграл себе 15 минут чистого времени. Теперь ты можешь посмотреть еще видео, и еще маленькое видео, и мемы. Ты достиг, ты молодец, ты эффективен. Лайк. Получили право на жизнь долгие видосы. Я хотел это показать цифрами. У меня было, как мне кажется, вполне рациональное предположение, что появление кнопки ускоренного просмотра привело к росту популярности каналов, на которых видео в среднем длятся от 20 минут и дальше к рекордам Зулина. Look at this dude.
Но такой статистики за прошлый год я не нашел. У меня такое ощущение, что поисковые системы сейчас работают на уничтожение прошлого. Все, что было раньше 2017 года, просто пропало. Оно стерто из истории, вы его не найдете. Разве что какие-то старые технические форумы, где люди советуют, как настраивать камеры, чинить программы и тому подобное. Например, вы помните, что смотрели в 2014 году, в 2015 году? Я не говорю о самых популярных видео того года по просмотрам, типа Gangnam Style, это все ясно. А о реальных ваших интересах. Как их теперь узнаешь? Второе важное изменение. YouTube вмешался в естественную иерархию авторов. Все мы прекрасно понимаем, что с развлекательным контентом невозможно бороться на равных. У них кричащие заголовки, ядовитые превьюхи, ультразвуковой монтаж, постоянное кривляние и еще такая первобытная драматургия, действующая исключительно на любопытство. Типа, а что будет, если вырастить арбуз в форме видеокарты? Интересно, посмотрим. Но скорость 1.25 дает шанс разговорным видео, немножко уравнивает весы, хотя бы для тех, кто говорит что-то дельное и интересное. Популярность, основанная на просмотрах, работает так же, как капиталистическая система. Богатые богатеют, бедные беднеют. Если ты уже собираешь по миллиону просмотров на видео, система рекомендаций тебе поможет собрать и 2 миллиона, и 5 миллионов. А если у тебя 200 просмотров на видео, тебе уже ничто и никогда не поможет. Разлагайся в мертвой куче никому не нужных забытых видосов. YouTube — это цифровое кладбище на самом деле. Мы стали ужасно нетерпимы к плохому и среднему контенту. Для того, чтобы кликнуть на видео, нам нужна очень сильная мотивация и доверие к автору. А возможность посмотреть ролик в ускоренном виде как будто снижает планку этого доверия. Как будто позволяет показать несерьезное отношение к самому акту просмотра. И эта несерьезность дает шанс новым авторам залезть в ваш плейлист. Появление и рост новых каналов крайне выгоден YouTube. Чем больше новых звезд на платформе, тем лучше удержание зрителей на самом сервисе. Вы не пойдете ВКонтакте искать видеоблогеров, потому что все, кто вам нужен, уже на YouTube. Надоели большие каналы, ушел на средние. Надоели средние, ушел на маленькие. Надоели все вместе взятые, пришел к коллегу, посидели вдвоем, пообщались. Нормально. В соцсети нужна постоянная ротация авторов. Это выгодно для бизнеса. Создается ощущение, что платформа может предложить тебе все, что только можно вообразить. Третье важное изменение. Из зрителей теперь выжимают внимание. Конечно, не нужно думать, что YouTube придумал функцию ускорения с какой-то просветительской целью. Бизнес работает ради бабок. И они придумали, как из условного миллиарда человека-часов сделать 1,25 миллиарда. Или 1,5 миллиарда. Если вспомнить роман Empire 5 Пелевина, где вампиры выращивали людей для того, чтобы потом их доить, питаясь их надеждами и вниманием, то YouTube — это самая, черт возьми, вампирская организация на свете. Объясню почему. Вот мы, кто пользуется YouTube постоянно, уже и так отдаем ему все свое время, какое только есть. А они придумали способ, как выжить еще немножечко и еще немножечко. Как будто мы такие заядлые игроманы, а они нам дают возможность играть в долг. И мы, конечно, играем. Под залог квартиры, машины, жены, чего угодно. Как все это работает, вроде очевидно, но я все же объясню. На всякий случай. Ну, просто на всякий. Допустим, вы успеваете посмотреть 10 видосов в день. А с этой функцией можете посмотреть 12-15 видосов, при том, что в каждом будет по 3 рекламы, которую YouTube не ускоряет, не позволяет ускорить. И значит, вы дадите YouTube на 20-50% денежек больше. Напоследок 2 забавных наблюдения. Первое. У нас появились свои любимчики. Каналы, которые мы никогда не смотрим в ускоренном виде. Тех, чьи видео мы ждем, жаждем и очень любим. Это такой новый способ выразить респект. Не просто лайк, не просто коммент, не просто репост, но еще скорость X1, даже если сам видос медленный. Так многие смотрят Бэдкомедиана, например, или меня. Но мои-то видосы вы можете смотреть на 1.25, так они лучше выглядят, мы проверяли. Второе. Замедленный просмотр нафиг никому не сдался. У него есть 2 применения, которые кое-как, кое-где можно использовать. Первое — это когда смотришь видео на иностранном языке, который знаешь не супер блестящий, либо когда
автор говорит очень быстро или с акцентом. Тогда можно замедлить на 0.75 и нормально разберешься. И второе применение, когда в видосе какой-нибудь сложный переход применен, или какая-нибудь такая сцена, которая кажется слишком эффектной, чтобы понять ее за один раз, тогда тоже замедляешь на 0.25 и покадрово смотришь, как в кадре появляется какой-нибудь предмет или исчезает. Внезапный лайфхак. Пытка, которая не запрещена законом. Берете своего друга, включайте ему какой-нибудь видос Егора Крида, интервью на скорости 0.25 или 0.5 и запирайте в комнате. У вас тут просто незабываемые ощущения по освоению глубокой мудрости Егора. Вы поймете всю его космогонию, поймете, как он мыслит, что он прошел. Меня однажды оставили в кабинете татуировщика на койке, я не мог встать, потому что у меня была покрашена нога, она там была открыта, все текло, капало. И включили мне интервью Дудя с Егором Кридом на скорости 0.05 или 0.25, не помню. Я лежал и проживал все жизни, которые можно прожить. Как-нибудь с друзьями попробуйте, реально ощущения незабываемые. И вместо прощания напутствие. Я вам тут запрещаю экстраполировать. Если ты, ворсинка мирового пузика, не используешь ускоренный просмотр, это только твоя проблема. На дворе 2020 год. Отблокер и ускоренный просмотр — это must-have для всех. Так что уже давай очнись и как бы догоняй поезд современности. С вами был Олег с канала Хельго. Пока. И внезапно тектоник.